Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим вкуснейший кабачковый рулет с пикантной начинкой. Готовлю такую закуску без преувеличения. Все лето. Готовится очень просто и быстро из того, что есть у каждого в холодильнике. Не нужно стоять у плиты и жарить каждый кусочек кабачка. Быстрый рецепт без лишнего жира. А получается шикарная летняя полезная закуска, которая подойдет даже на праздничный стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять вкуснейший рулет, который обожают даже дети. Давайте приготовим вкуснейший кабачковый рулет. Для этого нам понадобится 500-600 граммов молодых хороших кабачков. Если они у вас уже полежавшие, тогда снимите кожуру. У меня они только с огорода, прям вообще свежайшие. Натираем на крупной терке. Вот такая вот соломка. Кстати, вот такой вот желтенький кабачок имеет более интересный вкус, чем обычный зеленый. Не знаю, с чем это связано, но он, во-первых, не колючий, во-вторых, вот по вкусу мне больше вот этот желтый нравится. Это родители какие-то там садили. Я впервые такой желтенький попробовала, действительно вкусненький. Добавляем 1 чайную ложку соли, можно чуть меньше. Хорошо перемешиваем. И оставляем кабачки, чтобы пустили сок. Это примерно 10 минут, пока будем подготавливать остальные ингредиенты. Дальше 3 яйца вбиваем в миску. У меня домашние. Повезло. Значит, рулет будет желтенький, красивый. За счет желтого кабачка и домашних яиц будет цвет просто невероятный. Разбалтываем яйца венчиком либо вилкой. В разболтанные яйца добавляем 2 столовых ложки сметаны любой жирности, у меня 20%, и 1 столовую ложку домашнего майонеза. Можно просто добавить 3 столовых ложки сметаны, либо же 3 столовых ложки майонеза, что у вас есть. Но вот в сочетании майонез и сметана вкуснее всего. Перчим немного по вкусу, у меня смесь перцев. И немного солим, не забываем, что кабачки уже мы посолили. И снова все перемешиваем. Так, за это время кабачки очень хорошо пустили сок. Смотрите, сколько сока. И, конечно же, нам нужно их отжать от лишнего сока. Чтобы был рулет упругим, таким стойким, отжимаем вот так вот. Почти весь сок. Ну так, еще можно, в принципе, подавить вот так вот, чтобы не прям все выдавить. Как я уже говорила, сок не выливайте. Это очень полезный, классный сок, который можно использовать, когда вы варите какие-то соусы, да, тушите, может, что-то. Вместо воды добавляйте этот овощной вот такой вот сок. Будет очень вкусно. Я вообще развожу томатную пасту. Не водой, а кабачковым соком. Можно заморозить его кубиками в морозилку, добавить. Ну очень классная вещь. Поэтому всегда в каждом видео говорю, не выбрасывайте сок. Это очень классно. Еще добавляем немного укропа, мелко рубленого. Так будет рулет намного красивее. Так, мне в этой тарелке, я перелью его сюда. И добавляем 3-4 столовых ложки муки с горкой. Лучше, конечно же, просеять муку, чтобы рулет будет вкуснее, воздушнее. Тщательно, очень тщательно перемешиваем. Для более праздничного варианта рулета можно добавить еще тертый твердый сыр. Тогда будет рулет намного вкуснее, еще более эластичнее и, наверное, вид иметь более праздничный. Попробуйте, это тоже вкусно. Так, вот такая вот консистенция получается. Вот такая вот. Это тесто готово, кабачковое. Дальше застилаем пергаментом
противень. Можете прилепить его вот так на воду, чтобы он не ерзал. Пергамент берите силиконизированный. Если у вас такого нет, можете просто смазать растительным маслом. Тоненьким слоем. Я не знаю, какой это у родителей пергамент, поэтому смазываю на всякий случай, чтобы не прилип рулетик. Выливаем все тесто на противень. И распределяем в равномерный тонкий корж. Слой получится примерно в 1 сантиметр. Может быть чуть меньше, чуть больше. Это уже такое дело, ничего страшного. Все, готово. Отправляем в духовку на 190-200 градусов примерно на 20 минут. Возможно, понадобится 25 минут. Смотрите, когда уже будет такая вот золотистая корочка сверху, и по бокам такие румяные корж будет. Оно будет видно, когда он готов. Я ориентируюсь обычно 20 минут. Все, корж готов. Выпекала его примерно 23 минуты при 200 градусах. Далее нам нужно его перевернуть на другую сторону и снять пергамент. И снимаем пергамент. Все отлично снимается, ничего не пристает. Кстати, в процессе выпечки он может немного вздуваться такими пузырями. Ничего страшного, все потом стабилизируется снова. Вот такой вот корж получился. И вот этой вот более красивой такой однородной стороной будет внешняя сторона. Оставляем его слегка остыть и готовим намазку. У меня здесь укроп и петрушка, по пучку мелко рубленые. Добавляю 1 столовую ложку сметаны и 1 столовую ложку домашнего майонеза. Сюда же натираю мелко, либо через чеснокодавку, 2 зубчика чеснока. Можете не добавлять чеснок, если не любите. Мы очень любим сочетание кабачка и чеснока. Дальше натираем 2 плавленых сырка. Вместо него можно использовать творожный сыр. И хорошо перемешиваем. Если чего-то не хватает, сметаны либо майонеза можно добавить. Еще я буду использовать для начинки помидоры. Их я выложила на салфетку, чтобы стекла лишняя влага. Рулет уже почти остыл, такой слегка тепленький. Смазываем хорошо намазкой. Тщательно размазываем. Она даст пропитку и очень такой насыщенный вкус. Для начинки вы можете использовать не только помидоры, но и любую другую. Это могут быть грибы, фарш уже готовый. Просто даже миксом помидор и куриная грудка, уже там запеченная в духовке. Грибочки жареные. Абсолютно ваши фантазии, все, что вам нравится, добавляйте, будет очень вкусно. Но это такой вот каждодневный рецепт. Все, что есть у нас в холодильнике, в принципе. Даже если плавленного сырка нету, можно заменить просто сметана, майонез, чесночок. И намазали сверху помидорчик, сладкий перчик. Будет так, может, колбаску, либо ветчину. И вкуснейший рулетик будет готов. И добавляем помидор. И сворачиваем в плотный рулет. Как видите, ничего не рвется. Все отлично скручивается. Вот так вот. Все, ни одной даже трещинки. Вот эта сторона, она очень эластичная. А если добавите сыра, так вообще там 100% будет. Заворачиваем пищевую пленку либо в пергамент и отправляем в холодильник, чтобы он немножечко пропитался и стабилизировался. И
потом можно подавать к столу. Так как ребенок очень ждал рулетика, час он не дождется, поэтому я срежу ему концы. Вот так вот. Нет. Довольный? Вкусно? Угу. Все, забирай, беги. Ура! Рулетик пропитался. У меня прошло 2 часа. Так, смотрим. Можно сверху чем-то украсить, выложить помидорчики, натереть сырок. Но я уже не буду ничем украшать. Будем пробовать. Вообще его приготовила к шашлычку. Как такая вот закуска. Так, ну что, давайте пробовать. Очень красивый рулетик. И очень вкусный. Очень. По вот такой вот насыщенности плавленые сырки с чесночком, ну, я не знаю, прям созданы для этого рулетика. Очень идеально вписываются. Помидорчики у меня не потекли, потому что мы положили их на салфеточку. Пропитался кабачковый корж. Очень вкусный, кстати, сам кабачковый корж. Он такой получается нежный, пропитанный и достаточно сочный. Но, тем не менее, он держит форму, не разваливается, не течет. Все вот отличненько, устойчиво. Я, как говорила, уже можно добавить твердый сыр в саму основу, и будет еще более интересный вариант. Это я такой классический вариант приготовила, но с сыром я тоже готовлю часто. Попробуйте такие вот нарезать кусочки и поставить на праздничный стол, либо же просто в качестве закуски летней, холодной, идеально будет. Очень удобно, что не нужно кучу времени жарить это над сковородой, стоять, там эти драники кабачковые. По типу теста похожее, но по сути меньше намного жира, почти без жира. Мы только смазали корж, где выпекался. Поэтому вариант достаточно полезный, вкусный и очень универсальный. Можно разными экспериментировать начинками и в саму основу добавлять разные и овощи, и сыр. Это тоже разнообразит вкус. Но это, так сказать, базовый рецепт, от которого можно уже отталкиваться и экспериментировать. Так что, друзья, всем рекомендую вот такой вот шикарный кабачковая закуска. Ну и не сказать, что он с кабачка, вот действительно. Всем спасибо, кто досмотрел меня до конца. Обязательно попробуйте приготовить. Напишите в комментариях, пробовали ли вы такой рулет, будете ли вы готовить. Всем огромное спасибо и пока. До новых встреч!